У нас возникла проблема, и это еще только маленькая часть территории, как в Майами. Тур стоит больше 1000 человек. Вау. Ух ты. В большом количестве. Халва, пахлава. Белек. Колоритные места. Всем привет! Добро пожаловать в солнечную Турцию. И мы сегодня отдыхаем в отеле Pine Beach Hotel в городе Белек. И сделаем вам обзор этого отеля, покажем, что тут есть интересного, вкусного. Напитки, еда, шведский стол, развлечения. Давайте проведем это время вместе. Наш первый завтрак в отеле. Сегодня 31 декабря. На улице нарисовано, по-моему, плюс 10, да? Давай, расскажу. Значит, у меня жареный сыр халуми. Это какой-то соленый сыр. Это сэндвич с сыром. Это какая-то штука с сыром. Это ролл с сыром. Это панкейк с джемом. Из померанца написано. Маслице. Турецкий чай. Соус из тахини. Из семечки кунжута. Картофель фри, кто-то любит на завтрак. Оливки. А, мед в сотах, вот, очень симпатично. А вот это и сейчас. Мы еще не виделись с тобой. То есть мы с тобой живем где-то вот в этом здании. Вот тут. Да, вот тут. Здесь мы заселялись. Здесь мы только что выходили, гуляли, да? Да. Да. Здесь мы были на море. То есть мы вот туда не ходили вообще еще. И сюда. Ого. Ну что, пойдемте посмотрим территорию отеля. Территория отеля очень огромная, просто нереально огромная. Сейчас покажем ее основную часть. Я нахожусь в задней части отеля сейчас, где выход на море. Вход в отель располагается с противоположной стороны. В отель мы приехали на новогодние праздники с 30 декабря по 5 января. Подробнее расскажу о туре чуть попозже. Итак, здесь бассейн номер 1. Наверху, вот на втором этаже, это шведский стол, куда мы ходим кушать. На улице здесь летом проходит, видимо, анимация. Такой большая площадь для анимации. Красивые шезлонги, бунгало. Кошечки тут бегают. Где-то она мяукает. Здесь есть гамаки. Столики пока стоят. Полотенца пляжные выдают вот тут вот. Летом работает снэк-бар. Дальше идем к следующему бассейну. Это получается, мы вышли с главного корпуса как бы сзади, с задней стороны, к выходу на море. Инфодеск тут есть. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Фотошоп. Игры для детей. Гейм-парк целый. Большой бассейн номер 2. Там вот также все продолжается бунгало. Здесь летом работают бары, зимой не работают полбары. Стоят теннисный стол, стоит один.
Большой бассейн красивый. Зимой не подогревается. Зимой на улице ни один бассейн не подогревается в этом отеле. Здесь вот такой красивый мостик. Детский бассейн маленький. И вот еще один бассейн. Там выход на море есть. Детская площадка. Там вот клуб с Pina Club называется, по-моему. Да, Pina Club. На пляже. И тут еще барчик. Сейчас зимой, конечно, все не работает, но летом, видимо, все это функционирует, территория, потому что очень большая. Дальше. Только что вот там я была. И это еще только маленькая часть территории. Вот здесь тоже какая-то часть зданий, номеров, точнее, отеля. Сюда можно зайти вот и посмотреть, что тут есть интересненького. Посмотрим, что в этой части есть отеля. Сюда можно тоже зайти и посмотреть. Так, тут есть магазинчики разные с пляжной одеждой, тапочки, бытовой химией, все. Все, кроме аптеки, грубо говоря. Инфодеск. И вот тут еще большой такой барчик. Чай, кофе. Так, этот бар работает с 10 до 0. Довольно долго. Ой, тут даже что-то есть. Сладенькое. Немножко сладенького. Подача тортов и десертов продолжается в антикварном баре. Антикварный бар. С 3 до 5. Фреш лимонад. Американо давай. Здравствуйте. 1-2. Здесь кофемашина хорошая стоит. Здесь есть и капельная кофемашина, турецкий чай, гейзерная кофеварка, даже 2. Кофе взяли, можно и продолжить. Вот тут еще рядом с антикварным баром, как он называется, медицинский центр. Красивые такие окошки. Выходим, получается, с другой стороны этого корпуса. Вот тут очень красивая территория, прям так вышли. Так, вот это что такое? Непонятно, да, пока что это? О, это бассейн. Что это за бассейн? Это вот тут, который в этом здании находится бассейн, вот тут вот. Он зимой не работает, видимо. Это медицинского центра. Апельсины прямо на деревьях висят. Ну все, пошли дальше гулять по территории. Просто вид, как в Майами. Продолжаем гулять по территории отеля. На территории отеля больше 700 номеров, 742. Есть вот такие красивые бунгало, пальмы. Изначально мы купили тур с бунгало, вот где-то, видимо, здесь. Но при заезде нам сделали апгрейд до номера в главном корпусе. Просто так, мы даже не просили, сказали, что там нам больше понравится. Сколько мы сэкономили?
Мы согласились, получается, мы сэкономили, потому что номер стоил дороже в главном корпусе, чем бунгало. И, ну, нам очень нравится. А тут, видимо, вообще пока никто не живет, как будто бы зимой. Может, поэтому они делают такой апгрейд. Тур мы купили на 6 ночей с 30 декабря по 5 января. Получается, у нас целый день 30-го был, да, мы не потеряли день. И 5 января тоже целый день будет еще. Вот. Тур стоил 145 тысяч рублей. С прямыми вылетами из Санкт-Петербурга. Но чартерные рейсы, не Туркиш. У Туркиша довольно неудобные вылеты и прилеты. Слишком поздно прилетают, слишком рано вылетают. Лимончики, пожалуйста, в саду растут. Когда мы приехали только 30-го, было очень много народу. Больше 1000 человек, так как и на новогодней ночи было примерно там 1200 человек. И, видимо, 1-2 числа, так как в Турции это новогодние праздники у них нету, как у нас в России, они 2 числа, видимо, уехали все. И в отеле осталось очень мало людей, как немцы, русские, еще кто-то. Но большая часть на Новый год приезжала турков. Поэтому сейчас отель полупустой, но 30-го, вот 31-го, 1-го, 2-го было очень много народу. Очень красивая территория отеля, очень необычные деревья. Качелька тут есть для фотографий. Футбольное поле небольшое, теннисный корт. Посмотрим, что дальше тут есть. Тоже какой-то барчик, да, вот на территории бунгало. Вот шахматная большая доска. Туалет, смотрите. А вот здесь какой-то бассейн. Если у главного корпуса бассейны чистят у нас, хотя даже не подогревают. Здесь видно, на зиму его совсем закрывают. Но, как понимаю, он работает вот для тех, кто живет в бунгало, чтобы им далеко не ходить. И они спокойненько могут тут плавать летом. Солнышко тут светит каждый день. Сколько мы тут отдыхаем, все время солнце. И это, я как понимаю, мы прошли только половину территории. Вот тут музычка играет. Телефончик есть. То есть и зимой тут тоже очень приятно. Вон куда еще территория идет. Туда. А мы с вами только что идем вот оттуда. Там где-то был корпус, из которого мы вышли. Теплицу нашли на территории. Пальмы там стоят. Тут уже техническая зона. А вот тепличка. Тут стоят пальмы. Что там может быть еще? Что еще там? А, ничего. Склад. Понятно. Здесь еще где-то есть аквапарк на территории большой. Идем по стрелочкам в сторону аквапарка. Показать вам аквапарк. Еще подстриженные. Красота. Вон сколько апельсинов висит на деревьях. Они очень ароматные, но очень кислые. Мы за территорию выходили, там такие же деревья в дикой природе. Сорвали один, попробовали. Очень кислый апельсин.
Восторг. Так, а тут конференц-центры, да? Где проходил Новый год. Сейчас тоже проходят какие-то тут ивенты. Вот, в этом у нас здании был Новый год. А, значит, вот туда, если идти, будет аквапарк. Ближе к выходу с территории. Но сейчас там все перегорожено ленточкой, поэтому смысла туда идти я не вижу. А вот здесь у нас был Новый год. А вот здесь можно пройти. А это уже главный корпус. Низ его. Вот здесь вот в зале проходила, большой зал, проходила детская анимация 30-го, 31-го, 1-го. Там даже батуты надувные были большие. Почетный стенд с грамотами отеля, видимо. И тут уже выход к главному корпусу. Вот все это основной корпус. Ресепшн тут повыше. Фонтанчик. Лифт. Вот главный корпус. Все, это в принципе самый большой корпус на всей территории отеля. Сейчас по лестнице поднимемся, посмотрим. Здесь периодически сидят представители турфирм. Так, итак. Ну, пойдемте посмотрим лобби-бар ресепшн. Вот центральный вход отеля. Здесь приветственный стол в 2 часа, ресепшн. Guest relation тут есть. Все говорят по-русски, ну не все, но многие говорят по-русски. Вот такая красивая новогодняя зона. Мутуила. И лобби-бар. Никого нету. А 30-31 здесь было полно людей. Ну, здесь можно перекусить с 3 до 5 и попить кофе, чай. Кофе, чай. Ну и что-то покрепче тоже. Здравствуйте. И вот если по этой лесенке идти вниз и прямо вот туда, то можно увидеть много чего интересного. Здесь вот тоже выход на улицу есть. Вот тут фитнес-зал. Даже пилон есть. Чудеса. Коврики есть. Никто не тренируется 4 января. Много дорожек. Вода, полотенце. О, Entertainment Weekly. Программ для детей. Можно посмотреть, кстати, вот со 2 января по 8 января. Давайте посмотрим. Так, и вышли вот. Здесь можно подняться в номера, в лифт. Есть парикмахерская. Есть бильярдные столы. Тут зона отдыха большая очень. Настольные игры, кстати, тут есть. Так, Entertainment Weekly Program. Смотрим, что тут есть. Йога-зарядка, волейбол, стрельба из лука, между прочим, дартс,
Стрельба из винтовки, аэробика и так далее. Караоке. Ух ты, живая музыка. Супер. Магазинчики. Silver Shop. Sunglasses, watch. Часы, очки. Магазин с одеждой и разной мелочевкой. Сувениры, кстати, тут есть в этом drugstore. Или drugstore. Вот тут спа, проход к спа. И тут выход на улицу. Игрушки даже есть детские. Тут еще есть барчик. Ну и на улице тоже вот барчик со столиками и выход к морю. Вот тут, кстати, тоже есть барчик. Сейчас свет выключен, но вечерком они включают свет. Ну и все. И вот здесь проход на шведский стол к ресторану. И а-ля карта ресторан тоже тут. Ну вот нашла в коридоре, как выглядит аквапарк сверху, который сейчас закрыт. И большой какой-то детский центр Пина Клаб. И снова вышли к этой красоте. Вот. Отсюда. Посмотрим, что дают на завтрак. Банана смузи. То, что осталось. Хлебушек разный. Сделать можно тост. Берет с сыром. Так, здесь пусто. Орешки, рахат лукума, мед в сотах, колбаса, коньяк, сыр. Разные. Каша. Сосисочки. Что-то жарят на планете. Суджук. Лемэ, сыр халуми на гриле, тосты, разные специи. Дальше. И это еще не все. Так, разные виды варенья, конечно. Сюда можно сложить джем, разные джемы. Из баклажанов даже есть, виноградов, клубничный, мармеладный, варенье из роз. Маслица, сыр какой-то вот такой.
Дальше. Здесь компоты, йогурты разные. Очень много вариаций. Соленья, оливки всегда в большом количестве. Зеленые, черные, копченые, соленые, жареные, порезанные написано. Ой, как много оливок, смотри. Фаршированные перцы. Так, все, этот стол посмотрели. Дальше тут. Здесь у нас яйца вареные 3 минуты, вареные 5 минут. Вот, мед в сотах. Кетчуп, майонез. Сок. Ролл барек с сыром. Такой очень жирненький, мы пробовали уже. Разные булки. 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 Теперь фрукты. Апельсины, бананы, сливы, груши, мандарины, яблоки, грейпфруты. Нарезанные в виде салата. Конечно же, сухие завтраки, хлопья, мюсли, молоко. Ну и овощи свежие, зелень. Вот это тут, конечно, очень вкусно масло. Патока, уксус. Ну и все. И вот такой огромный большой ресторан. Чай, кофе везде, на каждом углу. Мы выходим завтракать на улицу. На солнышке греемся всегда. Перфект. Так, чай, кофе можно попросить официантов, воду. Все принесут. На столик. На завтрак мы пришли поздний. Он начинается с 10 до 11. Обычный завтрак с 7 до 10. На него мы каждый день не успеваем. Вот, поэтому показала вам поздний завтрак. А на обычном завтраке, скорее всего еще в 2 раза больше. И, возможно, есть еще какие-то сладости, потому что на обед и ужин сладости прям полные витрины. Котики здесь везде. Но нам это очень нравится. Мы вообще не против живности. Вот здесь вот еще на улице много разных таких вот. Сейчас покажу мест. Вот эти вот traditional corner, уголков. И тут вот их очень много. 31 и 1 они были декабря, 1 января на Новый год. То есть когда было очень много людей, больше 1000 на празднование Нового года здесь в отеле. Все вот эти уголки, корнеры были открыты с разной вкуснятиной. Что-то там на гриле, что-то вареное, что-то запеченное и так далее. Вот, а сейчас, когда закончились новогодние, так сказать, турецкие праздники, все, пока их закрыли, но летом это все, как мы понимаем, работает в полном режиме. Отельный пляж выглядит вот так вот. Там вот детские зоны, он длинный. Туда уходит аж за детскую площадку, которая огорожена деревянным забором. Здесь кабаны, это вот такие деревянные домики, качельки, душ, переодевалки, все есть. Вот такой вот пляж, пирсы, море прекрасное. Обратили внимание, что здесь очень много мест для курения. Очень много пепельниц, да и вообще как будто везде можно курить. У нас даже в номере есть пепельница, так что мы не очень поняли этого, конечно, прикола. Что правда, что ли, все везде курят. Так, пляжные полотенца тут тоже можно взять, даже зимой. С этим все в порядке. Дорога с пляжа. Пляжные полотенца, если что, вот в этой вышечке, маячке в окошке. Так, вот там пляж, дорога с пляжа. Здесь такой барчик под крышей, но на улице. И здесь можно взять туркиш кофе, обычный кофе вот в разных аппаратах, разные вариации, чай, туркиш тоже, водичку вот
там на баре. Коктейли алкогольные, безалкогольные, наверное, тоже. И там даже проход на другую территорию, часть отеля. Очень много ракушек тут маленьких, больших. Зарыто просто в песке на пляже. Оп! Оп! Ух ты! Красотенько! Заряжаемся морскими эмоциями, солнышком, здоровьем. Горы виднеются красивые вдалеке. Вот до туда вот идет все пляж отеля Pine Beach. Детская зона. И вот там вот начинается уже другой отель. Вход в море. Вот такой вот. Ну, в основном тут песок везде, но вот, видимо, за зиму намыло камушки. Мне кажется, что их почистят к лету трактором. Тут ходят, ездят они, выравнивают пляжи. Камушки, скорее всего, сейчас намыло, их потом уберут. Вообще вот везде песок. Вот там вот песок полностью. Вообще даже камушек нет. Ракушка. Ух ты, какое красивое. Посмотрела с одной стороны отель Папилон. Вот тут вот от нашего отеля, а с другой, по-моему, Атлантис. Сейчас посмотрю. Да, с другой стороны отель Атлантис. Лимак International Hotels and Resorts. Народу у них тоже много тут. Ух, сколько людей купается. Чудеса, особенно детей. Ух ты. У нас никто не купается. Знаешь, как будто побольше Пайн-Бича. Возможно, потому что тут номеров много. Показываем, что на обед на шведке. Так. Сладости, сладости. Халва, пахлава, тортики. Еще с новогодним декором. Фруктики. А вот 31 и 1 и 2 вот здесь вот все было тоже занято. Ну, видимо, потому что было больше 1000 человек в отеле. Сейчас все разъехались. Так, тут можно взять выход на улицу. Тут напиточки 18+. Хлебушек разный, разнообразный. Дальше супы пошли. Овощной бульон. Раз. Суп из баранины и риса 2. Суп со шпинатом 3. Зеленушка, сухарики, сырок, масло. Здесь бозбаш с фрикадельками по-азербайджански. Спагетти, равиоли, соус к ним, курица муттанка, тушеная зеленая фасоль. Так, тут что-то готовят. А, тут готовят пасту. Можно заказывать пасту. Готовят ее минут 5. Соте из брокколи с рыбкой, жареный горбун. Рыбка тут каждый день. Дорадо на гриле и запеченные овощи. Дальше.
Это как на завтраке. Запеченная шея ягненка. Мясо пошло. Рисик отварной, тут все понятно. Как же много народу стало. Мы просто в шоке. Соусы разные. Тартар, барбекю, горчичный. Здесь печеный картофель с мясом. Traditional, видимо, блюдо. Traditional орзоплов. Кстати, это вкусно. Фаршированные помидоры долма. One. Thank you. Красота. Запеченные овощи. Овощи. Тут, видимо, для детишек больше. Помидорочки, пиде. Разные виды. С сыром, с бастурмой, со шпинатом. Дальше овощи, зелень. Очень много разной. Очень много разной свежей. Соусы поехали, масло. Тоже разные. Вот этот стол еще. Так, рыба. Холодная, соленая, крабовые палочки. Сыр. Много сыра. Очень много сыра. Здесь какие-то, не очень поняли, что это. Ну, добавлять разные к мясу. Здесь соленья. Здесь соленья. И еще у нас вон там осталась зеленушка. Так, вот такие соленья. Овощи, зелень и еще овощи, зелень. Все. Так, сразу хочется поделиться своим мнением, что нам понравилось из еды, что не понравилось. Но вроде такого нет, что не понравилось что-то. Понравились мне очень лично сыры. Очень здесь они вкусные. Белые, с плесенью. Понравились, ну, естественно, свежие овощи и фрукты. Апельсины тут вообще на другой вкус. И зелени тут столько, но вы увидели, да, уже по обзору шведского стола, сколько тут зелени. Надели отельные халатики и отправляемся делать обзор спа. Очень классные халатики, удобные. Ладермар спа. Итак, здесь есть теплый бассейн, подогреваемый для взрослых и детей. Есть локер-румы, уборные. Туркиш сауна и обычная сауна. Туркиш и сауны очень большие. Погрелись в сауне, можно жить дальше. Здесь еще есть платные процедуры, массажи и прочее, как везде обычно в спа. Сауна, бассейны, которые я уже показала, работают с 9 до 7. Вот в зимней концепции так, не знаю, как в летней. Какое-то очень интересное дерево нашли на территории. Необычное. Апельсины или мандарины, нет, апельсины на территории, просто в большом количестве апельсиновые деревья. На территории отеля у шлагбаума въезда в отель есть. Банкомат вот такой. Финансбанк. И вот еще. Вот такой вот банк.
Через дорогу от отеля маршрутки, такси и в ту сторону Белек. Ценник на такси. Вышли погулять недалеко от отеля, посмотрели, какие отели есть рядышком, где такси, где маршрутки. Здесь такие колоритные места. Жилые домики, видимо, частные. Красивые такие территории ухоженные. Какая классная машинка, да? Рубрика природоведения. Очень много странных, красивых деревьев, неизвестных нашему глазу. Потрясающе. Когда сорвала апельсин с дерева. Приехали из отеля в Белек погулять на такси. 6 евро, либо 5 долларов. Так, что тут интересно? Ну, тут, естественно, много магазинчиков. Нам нужно было в аптеку, потому что я простыла на Новый год. И вот что тут еще посмотрим. Белек. Мечеть красивая. Это сити-центр. Шубы. Зашли в аптеку, купили стрепсилс, типа доктор Мома, что-то, какой-то аналог. И обезбол нам посоветовали тут ребята русские, которые живут уже. То хороший и качественный. Парочку штук заплатили. Сколько? 20 баксов? 20 баксов. Не знаю, ценников не было написано, но мы заплатили. Правильно мы заплатили или нет, кто знает. Дорого это или нормально. Если знаете, пишите, сколько стоит лекарство в Турции. Мило очень украшено. Тут цветочки, тут сердечки. Там еще были где-то шарики, фонарики. Для мода. Не пускают тебя? Закрыты до 8 января. Смотри, написано закрыты. Зашли в продуктовый Мигрос и убедились, что нам говорили просто, что здесь бытовая химия очень дешевая, правда. 171 лира за 8 килограмм Тайда. Ну, сколько у нас Тайд 8 килограмм стоит? Не знаю, мне кажется, больше 1000. Это сейчас лира 3,82. То есть бытовая химия тут реально очень дешевая. Сувенирка тоже, в принципе, дешевая, если отойти от центра. По продуктам пока не поняли, не заметили, как будто бы не дешевле. И сушилка на улице. Вот парикмахерская, видимо. Настольный футбол. На самом выгуле. В 12 ночи захотелось поесть Наташе. И заказали рум-сервис. Есть тут такая услуга в отеле. Можно выбрать. Я заказала прямо через приложение отеля. И минут через 15 принесли. Я заказала просто сэндвич с сыром. 4 евро стоит он. А принесли вот тут и картошка фри, и что-то еще. Задекорировали. Молодцы. Ну, отлично.
Кушаем. Алкоголь в лобби-баре. Значит, в лобби-баре алкоголь есть как импортный, так и местный, естественно. Импортный некоторые за дополнительную плату, но некоторые есть, которые можно прям попросить и нальют бесплатно. В 11 ночи, с 11 до часа, точнее, здесь есть так называемый поздний ужин или в простонародье ночной суп. Пойдем покажем, что это такое. Вечеринка в Irish пабе. Итак, что есть в ночном супе? Пусто? Пусто? Суп эзогелин. Я сегодня его ела на ужин. Хлеб. Сладости. Фрукты. Овощи. Сыр. Next. Рис. Рагу. Да, сейчас лазанья, закуска из фасоли. Все. Выбираем. Загрузили для вас план территории отеля. Если интересно, нажимайте на паузу и разглядывайте. Небольшой обзор нашего номера. Видео обзор номера мы почему-то не сделали. Это значит только одно, что мы очень хорошо отдохнули. Номер выглядел в точности как на фото. Нам дали номер в главном здании с видом на сад, площадью 34 квадратных метра. Номер был очень большой и просторный. При бронировании тура мы выбирали номер не в главном корпусе, а подешевле, назывался он «Клубный стандарт». Но на стойке регистрации нам сделали апгрейд, и того мы сэкономили около 10-15 тысяч рублей, сейчас уже сложно сказать. Номер был большой и просторный, в ванной стояла душевая кабина, был сейф в шкафу, телевизор, Wi-Fi работал в номере прекрасно, даже загружали фильмы. И на всей территории отеля надо сказать, что Wi-Fi работал очень хорошо. Местами на пляже у самого моря только пропадал. В ванной были шампунь, гель для душа, кондиционер для волос, крем для тела, мыло, ватные палочки и ватные диски. Также предоставлялись в номере одноразовые тапочки и халаты. Уборку делали в номере каждый день. Если у нас висела табличка «Не беспокоить» и уборки из-за этого не было, можно было позвонить на ресепшн или оставить заявку через приложение, и все приходили убирали. Приложение отеля так и называется в магазине приложений Pine Beach. Скачивайте и пользуйтесь. Мы через него заказывали и уборку номера, и еду ночью. Прогуляемся из нашего номера прямо до моря, посмотрим весь маршрут и сколько времени это занимает. Номер у нас был 1134 и находился он на 2-м этаже. Бронировали весь тур мы через сайт и приложение Level Travel, ссылку оставим в описании к видео. Можно расплатиться за тур русской картой и не переживать по поводу обмена валют и каких-то дополнительных плат уже на месте. Мы брали тур «Ультра все включено». Также в номере на «Ультра все включено» находится мини-бар, который ежедневно пополняется пивом, водой, минеральной водой, кока-колой, фантой и спрайтом. Также в номере есть чайник, растворимый кофе, сахар и чай. Также хочется рассказать нашу историю про последний день в Турции, как мы выселялись из отеля и поехали шопиться в Анталию. Выселение из отеля было, как обычно, в 12:00, но самолет у нас был в 21:45 из Анталии. Для информации, в отеле можно находиться и после выселения из номера и пользоваться всеми услугами отеля, и даже ходить на шведский стол до момента приезда трансфера в аэропорт, так как это все-таки тур, а не индивидуальное бронирование. Но мы решили уехать из отеля сразу после выселения из номера.
Для этого мы заказали индивидуальный трансфер, доплатив за него всего 1800 рублей через нашу туркомпанию. Если бы мы заказывали такси, то оно бы обошлось нам в 3500 рублей. На трансфере мы доехали до аэропорта Анталии, до терминала с внутренними перелетами. Там же нашли пункт обмена валют и поменяли 200 лир, чтобы сдать наш багаж в камеру хранения. Нашли камеру хранения. В конце видео будет полный маршрут по аэропорту. Сдали багаж и поехали на такси из аэропорта Анталии до торгового центра Террас-Сити. Такси стоило 250 лир, в долларах и евро стоит чуть подороже, по-моему, около 15 долларов. Погуляли несколько часов в Террас-Сити, вернулись на такси в аэропорт, забрали вещи и прошли из терминала внутренних рейсов до терминала международных рейсов. Это заняло у нас около 5 минут. Это очень близко, находится все в одном здании. Дальше мы прошли на регистрацию и посадку. Хочется поделиться с вами нашими впечатлениями о поездке в Турцию и в этот отель. Во-первых, это наш первый отель на все включено, да и вообще в Турции мы первый раз были. Честно говоря, нам все очень понравилось. Нам понравились турки, они все очень доброжелательны к русским. Мы очень удивились, что многие турки общаются на русском языке. Мы расспросили турков, откуда они знают русский язык. И они сказали, что знают русский просто потому, что любят Россию и хотят знать наш язык. Это было для нас большим удивлением и радостью. В целом, отель Pine Beach мы советуем. Нам особо в Турции не с чем сравнивать, но, как мы поняли, отель очень даже хороший, еда разнообразная, напитки тоже, пляж хороший, территория большая, бассейнов много, солнце светит, воздух чистый, что еще нужно для комфортного отдыха? Еще нам понравилось, что ехать от аэропорта Анталии до отеля всего 30 минут на микроавтобусе. Еще хочется поделиться тем, что мы получили в этой поездке. Это новые знакомства. Мы познакомились с ребятами из разных стран, с коренными немцами, с русскими немцами, кто отдыхал в этом отеле, с русскими ребятами, кто переехал в Турцию сейчас, с кыргызами, с монголами, казахами, турками и украинцами. Со всеми мы обнимались, желали друг другу мира во всем мире и были счастливы, что встретились. Это для нас было очень важно. Взяли индивидуальный трансфер. Короче. Едем одни. Но с кайфом. Очень мило тут. Да? Да. Террас-Сити на крыше. Муту и Улар. Фонтанчик. Ну ладно. Все, да? У нас возникла проблема найти камеру хранения в аэропорту Анталии, поменять лиры там уже где-то и двинуться на шопинг в Анталию.
Сейчас покажем, расскажем, как это все сделать комфортно, быстро, удобно и без всяких заморочек. Направляемся к терминалу 1, где доместик терминал называется, то есть это внутренние перелеты по Турции. Итак, проходим через контроль со всеми вещичками и идем сразу налево. Вот так, вот так, вот так вот. У лестницы поворачиваем налево. В идеале к этому времени иметь уже лиры. Мы еще лиры не имели, когда нашли багажные ячейки. Пришлось поэтому с вещами бегать по аэропорту, искать обменник. Обменник находится потому что в другом терминале, с другой стороны аэропорта. И вот находим багажные ячейки. Вот они. Так, ценник. Тут ничего нажимать не нужно, ничего. Найти свободную ячейку, загрузить вещи. Подожди, смотри. Значит, как получить? Hold your ticket to the red stripe below. Где red stripe below? Все. Когда откроется, забери свой багаж. Все. А когда загружали, просто ищем свободную ячейку, загружаем, закрываем. Давай. И тут высвечивается «Оплатите денежку». Все. Так, а чтобы поменять денежки, идем обратно. От входа, получается, направо, в сторону международного терминала 1. И там все по стрелочке, и мы нашли Exchange Money.